На нашей обязанности лежит сохранить для потомства, где только можно, в полной неприкосновенности, полностью черты лика Матери Земли, дабы оно имело всегда возможность в них вглядываться и поучиться в натуре тому, о чем оно только слыхало из книг. Вениамин Семенов-Тяньшанский, 1917 год. Россия. Перед вами фильм о национальном парке Бузулукский Бор. Это единственный в мире степной реликтовый сосновый лес. Весной 2015 года в России был объявлен тендер на добычу здесь нефти. Выиграла его компания «Новый поток», предприятие, которое только перерабатывала нефть и никогда не имела опыта добычи в особо охраняемых территориях. Объявило тендер Министерство природных ресурсов России, ведомство, которое должно охранять заповедники, наоборот, разрешает добычу нефти в центре национального парка. Это фильм о живом, реликтовом, огромном организме, который хотят уничтожить на наших глазах. Это воздух и будущее наших детей. И если ничего не предпринять, он начнет умирать здесь и сейчас, оставляя после себя пустыню. Национальный парк Бузулукский Бор находится в самом сердце Евразии. Он родился более 8000 лет до нашей эры в этом месте, практически сразу после ледникового периода. И до основательного прихода человека на эту землю еще каких-то 250 лет назад под его кроной водились медведи, олени и аисты. Сейчас зверь практически полностью истреблен. Последний медведь исчез из Бора в XIX веке. Сегодня в Бору, не считая мелких животных, водятся лоси, косули, кабаны, стая волков и несколько семейств рыси. Но сосны и окружающие их растения как были, так и остаются системообразующим звеном Бузулукского Бора, скелетом этого большого живого организма, естественно охраняющего сердце материка от ветров и степей. Природа Бузулукского Бора — это сложная мозаика из типов леса и парадоксальных сочетаний разных видов флоры. Их количество так велико, что в разное время здесь находили до 1000 видов растений. Для этой климатической зоны в 2 раза больше нормы. Но специалисты говорят не о количестве, а о качестве ядра флоры, соотношении сорных и редких растений. Как мы уже говорили, растения составляют основу этого биогеоценоза. Именно эти особенности всегда привлекали научное сообщество для изучения феномена Бузулукского Бора. Там встречаются и лесные виды, и степные виды, и луговые виды, и даже некоторые виды, которые встречаются намного севернее. Найден вид растений, который вот на сегодняшний день найден только в Бузулукском Бору. Все, больше он нигде не растет. Здесь сохранились последние в Европе старовозрастные насаждения, не пройденные сплошными рубками. В Европе таких лесов нет. Там все леса посажены. Александр Чебелев играет важнейшую роль в судьбе Бузулукского Бора. Географ, академик РАН, доктор географических наук, профессор, директор Уральского института степей, вице-президент РГО. Больше 30 лет он и его команда совмещают работу ученых и исследователей с миссией защитников национального парка. У меня были первые противники лесники. Первые были. Нефтяников нам удалось в 1973 году окончательно выпить. Но потом ведь была идеология, лес растет для того, чтобы рубить. Лес должен быть молодой. Это постоянно. И ценность старовозрастных насаждений мало кто понимает. Вообще лесники этого не понимают. С 2000 года Александр Чебелев добивался для Бузулукского Бора статуса особо охраняемой территории. Вместе с сотрудниками Института степи был разработан проект национального парка, в котором были выделены 11 заповедных ядер с самым ценным генофондом.
Решение о его создании озвучивалось Владимиром Путиным на собрании попечительского совета Русского географического общества. Сегодня мы оценим практические результаты проектов, которые были реализованы при поддержке Русского географического общества. При этом хотел бы обратить внимание, что многие инициативы общества, начинавшиеся как разовые, рассчитанные на год-два, получают дальнейшее развитие, включают в себя дополнительные направления и, так сказать, обрастают новыми участниками. У нас появились новые нацпарки: Бузулукский бор, Пызырым, земля леопарда. Для нас важны и проекты, имеющие серьезный научный потенциал, и те, которые объединяют граждан и молодежь вокруг ярких, содержательных инициатив, помогают людям лучше узнать нашу страну, учиться понимать, ценить ее уникальное природное, культурное многообразие и ее историю. Ради этого и создавалось Русское географическое общество. Так, в 2007 году Бузулукский бор получил статус национального парка, но Александр Чебелев называет это решение вынужденным. Национальный парк – это не идеальное решение для бора, но другой территории, другой формы у нас не существует в России. И тогда уже мы, когда начали вырубать генетические резерваты, выделенные Сукачевым, вот тогда мы уже все силы бросили, чтобы я согласился с национальным парком. Впервые идея дать Бузулукскому бору статус особой территории прозвучала в начале XX века. В это время русский географ Вениамин Семенов-Тяньшанский впервые предложил концепцию заповедников в России. В 1917 году Вениамин Петрович Семенов-Тяньшанский на заседании особой природоохранительной комиссии при том самом легендарном Русском императорском географическом обществе обозначил территории, которым нужен особый статус как выдающимся в географии не только государства, но и мира. Среди 46 важнейших экологических позиций для Российской империи был и Бузулукский бор. Однако впервые статус заповедника Бузулукский бор получил после революции только в 1937 году, и то на очень недолгий срок. Разнообразие видов и сложная экосистема делают Бузулукский бор уникальной площадкой для научной работы. На Боровской опытной станции более 100 лет назад проводились исследования, и сейчас не теряющие своей актуальности. Вот я даже принесла фотографию, да, вот, которая была сделана там, в начале еще 20 века. Если посмотреть на нее, то есть фамилия здесь посмотреть, это крупнейший ученый. То есть вот, скажем, Сукачев, да, Владимир Николаевич Сукачев изображен на этой фотографии. Но для нас это просто ну, сейчас величайшего значения, мирового значения ученый, да, который, в частности, ввел, например, такое понятие, широко сейчас использовано, биогеоценоз. Ввел он его в 1942 году, но ну, заслуги его в этом отношении, в изучении экологии, они вот просто ну, глобальные, огромные, великие, я по-другому не могу сказать, у него огромное количество работ. Представьте себе, он мог бы работать где-то в другом месте, а он работал именно в Бузулукском бору. Именно на примере Бузулукского бора он разрабатывал типологию лесов, то есть типы леса они исследовали вместе совместно вот с Морозовым. Владимир Сукачев определил, что для стабильности существования и взаимодействия множеств организмов в среде важны не только климат и все биологические связи между живыми организмами, населяющими леса, горы или озера, так называемый биоценоз. Важны также геология местности и ее ландшафт. Бузулукский бор интересен науке именно из-за своего необычного географического положения, потому что он, вопреки многим поверхностным факторам и теориям, появился там, где его вообще не должно было быть. Как будто под землей скрыт какой-то секрет, что питает его корни. В Бузулукском бору около десятка небольших деревень и поселков. В некоторых по 2-3 дома. Самый крупный поселок Колтубановский расположен на краю национального парка, а самый маленький – Паника в центре. Кислорода много. Вот когда первый раз в город приезжает человек, задыхается. Тяжело. Очень кислородный. У нас же лес, видите, какой. Сейчас я профессору скажу, чтобы за мясом они шли. Позвоню. Какому профессору? А вот, Межеборский. А он прям профессор?
Да. А чем он занимается? Ну, то есть он... Внутренности, она операции делает, раки. И когда я вот сюда пришел и вот увидел вот это вот все, слушайте, ребят, я действительно в тот момент был опешил. То есть, действительно, образно говоря, глаза вылупил, потому что я думал, такие виды бывают только на картинах Шишкина. Знаете, когда я вот увидел вот эти вот сосны 30-метровые, вот такие как свечи, вот как корабельная роща, вот есть работа-то известная конца 19 века, то я, не скрою, был действительно впечатлен. Несколько лет назад профессор пульмонологии Владимир Межебовский купил дом в Бузулукском бару. На базе одного из санаториев в соседнем поселке Партизанский он ведет прием и проводит исследования влияния микроклимата бора на здоровье пациентов с болезнями легких. Местных жителей здесь не так много. Именно в соседнем с Паникой Партизанском сосредоточены дачи, дома для аренды, санатории и базы отдыха. В год национальный парк посещает около 70 тысяч человек. Почему-то люди ощущают сами, без всяких вот этих компьютерных исследований, которые мы там делаем. Они приезжают и говорят, 2-3 дня, и у меня приступы прекратились астматические. 2-3 дня у другого схоба. У меня одышка уменьшилась, я хожу, я стал активно выходить в лес, прогулки по лесу. Приезжают некоторые пациенты мои, которым далеко за 70. Так, понимаете, они пробыли 1 сезон, и потом приехали 2-й сезон через год. И сейчас собираются 3-й. Микроклимат Бузулукского бора – это удивительный лечебный механизм, по свойствам напоминающий микроклимат Южного Крыма. Достаточное количество влаги внутри и сухая степь снаружи делают влажность в лесу идеальной для пациентов с болезнями легких. Бор расположен в естественной впадине и находится на 100 метров ниже окружающей его степной равнины. Хвойный лес работает как огромный воздушный фильтр. О чистоте воздуха можно судить по наличию лишайников. Эти растения чувствительны к малейшим загрязнениям атмосферы и работают как естественные маркеры. Здесь их огромное количество. А лечебные свойства воздуху придают хвойные экстракты. Попадая в легкие, они обеззараживают и выводят загрязнения. Давным-давно доказано, что они способны обеззараживать. Пусть не всю микробную флору, но основную часть бактериальной флоры они способны уничтожать. Основой жизненных процессов и взаимосвязи организмов в бору руководят древние реликтовые деревья. Одни из главных туристических достопримечательностей Бузулукского бора – это песчаные дюны, различные озера и лечебные родники. Возможно, вы видели минеральную воду «Борская» на прилавках российских супермаркетов. Так вот, она добывается именно в Бузулукском бору. Но, конечно, самая главная туристическая достопримечательность – это 350-летняя сосна. Официально это самое старое дерево в бору, но комплексные исследования старых деревьев в национальном парке не проводились никогда. Реликтовые сосны в некоторых частях бора, которые мы обнаружили во время своих экспедиций, могут быть гораздо старше. В лесу есть сосны, и на самом деле больше, чем эта сосна, большим возрастом, примерно лет 500 соснам этим, и в обхвате они больше и диаметром больше. В науке уже давно существует теория, что реликтовые деревья могут быть единым живым существом. Ряд ученых в разных точках планеты проводили исследования и обнаружили у растений подобие нервной системы. Профессор десной экологии Сюзанна Симарт из Университета Британской Колумбии стала знаменита благодаря своей работе о так называемых реликтовых материнских деревьях, которые служат информационными хабами, объединяя вокруг себя все остальные растения в системе. Эти исследования уже озвучивались на международной конференции TED в Сиэтле. Доказано, что деревья могут накапливать и анализировать информацию, запоминать и использовать предыдущий опыт в будущем. And later, more fondly, we started to call them mother trees. Because it turns out those mother trees are nurturing the young seedlings in the understory. Now, this map is of only 2 of what we think are 100 fungal species in the forest. Could you imagine if we'd been able to map all 100 species? Next, I wanted to know what might be flowing through this network. Well, it turns out the very things that plants need to survive and grow.
Как все существа планеты были связаны тонкими энергетическими нитями в фильме «Аватар», так и сосны Бузулукского бора и многие другие деревья-долгожители могут делиться своими знаниями друг с другом посредством микоризы, особых нитей грибниц, связанных с корнями и способных передавать импульсы на расстоянии. Чем старше деревья, тем больше сеть. Именно через такие разветвленные сети наиболее старые деревья могут не только передавать опыт подлеску и молодым, но и управлять целыми экосистемами. Но в 60-е годы вырубили более 1000 таких сосен. Представляете, более 1000. Посчитали, что они затеняют подрост. Ну что такое 1000 таких сосен? Посчитайте, если бор примерно 1000 квадратных километров, то 1000 сосен — это одна сосна на 1 квадратный километр. Ну что она там затеняет? Конечно, ничего не затеняет. Тарас нашел практически все участки, где растут реликтовые деревья в бору. На западе национального парка, рядом с месторождением борской минеральной воды, располагается одно из заповедных ядер леса. Здесь же находится самое большое скопление реликтовых деревьев. Можно смело предположить, что это главный информационный узел Бузулукского бора. Впрочем, ореол произрастания материнских сосен как бы поясом охватывает весь бор, в том числе и зоны старых нефтяных скважин на востоке. Лес, я его, понимаете, не просто вот смотрю, там созерцаю, как обычные люди, а я его чувствую, я его ощущаю каждой клеточкой своего тела, как бы растворяюсь в нем. То есть для меня лес — это весь мой мир, это для меня вот все. Почему вы выбрали Бузулукский бор? Потому что здесь мой дом. Мои родители жили в городе Бузулук. Это в 50 километрах или даже в 30 километрах от национального парка. И когда мы выбирали какую-нибудь территорию Оренбургской области, которую могли бы взять и рассказать о ней всему миру, то выбор пал на Бузулукский бор. Собственно, эта случайность и послужила стартом начала работы над фильмом. Съемки фильма «Бузулукский бор» начались весной 2015 года. Сергея, как молодого креативного продюсера, позвали выступать в Казань. Парни сняли первые кадры фильма, упаковали кампанию по продвижению как краудфандинг и через неделю представили кейс в Казанском университете на событии Russian PR Week. А уже летом 2015 года Бузулукский бор становится темой выступления на первой конференции TEDx в Татарстане. Бор — это зеленая жемчужина в ковыльной раковине степей. Все бы хорошо, но 200 лет назад люди еще не знали, что под этой раковиной находится нефть. Во время съемок команда «Единой географии» детально изучила огромную важность тех ценностей, что несет в себе эта территория для России и человечества. Потому что то открытие, которое бор в себе скрывает, может изменить взгляд на энергосвязи живых организмов на нашей планете. Сергей Винокуров увидел в интернете одно из коротких видео, снятых «Единой географией», и связался с командой, чтобы поучаствовать в одном из походов. Когда-то он отдыхал в пионерском лагере «Победа» в Бору и мечтал вернуться сюда еще раз. Через 40 лет мечта осуществилась. Когда мы приезжали, то сразу же собирали грибы, бежали, потому что между сменами был промежуток времени, за который вырастали, успевали грибы. И нужно было первому прибежать и собрать. Потом мы их нанизывали на ниточки и подвешивали на соснах, на деревьях и сушили. Здесь 14 километр военной части, и лагерь как бы относился к ней. В
В один из таких походов парни впервые увидели старые нефтяные скважины. Теплая. Скважина номер 115. Да, это 115. Табличка отвалилась. Взгляните сверху на эту лесопосадку вокруг 115-й скважины. Именно такое количество естественного леса было вырублено при ее разработке, а потом засажено культурной сосной как чистоколом. Сосна любит свободу, и через некоторое время этот чистокол начнет засыхать. Но пока его бонитет, то есть скорость роста, вызывает удивление. Впрочем, природа очень гармонична, и до вмешательства человека углероды на глубине 1600 метров и биоценоз леса корнями и поверхностными водными каналами, уходящими на десятки метров, могут быть связаны гораздо плотнее, чем это кажется человеку. С 2000 года ученые Оренбургского института степи проводят исследования на тему влияния добычи нефти на состояние Бузулукского бора. То, что разработка может быть возобновлена, специалисты понимали задолго до возвращения лесу статуса особо охраняемой территории. Одна из причин высокой сопротивляемости бора — большой запас подземных вод. Добыча нефти нарушает как минимум одну из них. Изменение пластового давления может привести к изменению естественного залегания подземных вод. Верхняя вот эта вот линза пресных подземных вод, она будет разрушена, и к поверхности будут двигаться засоленные воды вот той самой гидрохимической свиты Казанского яруса. Мы получим на месте Бузулукского бора просто огромный соленый водоем, причем такой болотистый. То есть это не будет как озеро, там Раздал, допустим, это будет большой солончак. Так как временные рамки бора больше человеческих, как минимум в 3 раза, то последствия даже советской нефтедобычи в полной мере мы можем ощутить только сейчас. А так как сам бор образовывался на этом месте за 1000 лет до нашей эры, то доктор лесных наук Оренбургского аграрного университета Александра Колтунова уверена, что, возможно, своей необычной скоростью роста и выживаемостью Бузулукский бор обязан как раз залежам нефти. Разные точки зрения есть в науке на эту тему, но самая такая, с моей точки зрения, правдоподобная, чистый углерод соединяется с водой, получается угольная кислота, она нестойкая, разлагается на соли угольной кислоты, а они уже, так сказать, утилизируются корнями и перерабатываются в углерод. Значит, углерод для дерева – это, извините, завтрак, обед и ужин. Это питание. То есть бор, извините меня, живет в ресторане. Если остальные, так сказать, в рабочей столовой, потому что нет такой подкормки, то у бора есть очень хорошая подкормка. И бор, понимаете, в результате что получается? В результате это единое целое с нефтеносными пластами. Они его кормят. И эти нефтеносные дополнительное питание. Поэтому у бора есть возможность давать высочайшую производительность. У бора получается достаточно большая устойчивость. Он хорошо борется со степью. Понимаете? То есть это повышает устойчивость, это повышает производительность, это его кормежка. Способность к регенерации биогеоценоза самого Бузулукского бора до сих пор вызывает удивление. Кроме того, что он находится в окружении совсем недружелюбном по отношению к лесу степном регионе, этот маленький лес человечество не щадит. Его рубят весь 20 век, добывают на его территории нефть, прокладывают железную дорогу. Пожары, вызванные человеком, становятся одной из главных причин уничтожения. Но тем не менее он вновь и вновь растет и восстанавливается. В чем же его загадка? Почему же его биогеоценоз такой живучий и нерушимый? Ответ на этот вопрос скрыт глубоко под бором. По предположениям ученых, особенности бора связаны с прежде всего особенностью рельефа и расположением под ним месторождений углеводородов.
Глубокие разломы, образованные жильным льдом еще в ледниковый период в естественной геологической впадине Бора, мелкими трещинами доходят до линз месторождений нефти и газа. Углекислый газ, сопровождающий углеводороды, скапливается в линзах и пустотах породы на небольшой глубине от 600 метров под чашей Бузулукского бора. Эти качества позволяют ему проникать через тончайшие трещины породы в водную линзу и образовывать угольную кислоту, которая, в свою очередь, еще более неустойчиво и быстро распадается на соли, являющиеся полезнейшим деликатесом для любых растений. Между прочим, современные автоматические горшки для комнатных растений с силикатным наполнителем и автоматическим поливом используют тот же принцип. История уничтожения заповедников в СССР начинается в 1952 году, когда Сталин за год до своей смерти лишает их статуса неприкосновенности для заготовки древесины. На территории многих из них начинается активная геологическая разведка, в том числе и в Бузулукском бору. Через несколько лет выяснится, под бором находятся 4 месторождения нефти и газа общим объемом 50 миллионов тонн. Чем привлекает как раз добыча нефти в Бузулукском бору, как раз тем, что затрат особых никаких не нужно. То есть нефть находится под давлением, как говорится, она будет постепенно изливаться. То есть там есть скважины, которые имеют хороший дебит, около 100 тонн в сутки. Просто подводите цистерну, либо трубопровод, и нефть будет уходить туда, куда нужно. То есть затрат особенно никаких и не нужно. Первые, может быть, года 3. В 1961 году здесь начиналась Башкирецкая экспедиция. Станки очень были ВМ-41, это вышки 41-метровые, четырехногие, БУ-75. Активные бурения и добыча продолжались в бору с 61 по 72 год. За это время здесь пробурили больше 160 скважин. Но из-за постоянных аварий, пожаров и угрозы уничтожения территории добыча в Бузулукском бору была прекращена. Та вахта подняла три свечи, они приехали, стали дальше поднимать, и получился газовый выброс. В течение нескольких часов трубы оттуда вылезли, упали, этот песок под большим давлением обрезал эти диагонали, металл все падал, рушился. Был случай здесь, когда загорелась одна скважина, которая была в разработке. Стояла буровая на этой скважине. Полностью это металлическая, так скажем, буровая полностью сгорела. Это был какой-то толчок для того, чтобы нефтяников попросить с Бузулукского бора. С 71 по 75 все скважины были законсервированы, но последствия добычи ощущаются до сих пор. Были основания? Да, серьезные основания были, потому что лесная опытная станция, которая находится в лесничестве, в боровом лесничестве, они провели исследования. Бор, начал усыхать, снизился прирост, деградировал напочвенный покров и так далее, и так далее, и так далее. Пошло засоление почв. Там ведь еще возможность засоления грунтовых вод и почв, засоление техническое, загрязнение нефтепродуктами. Все это приводило к тому, что бор начал усыхать. Наша совместная программа, то есть мы ездили к ним смотреть, как у них идет нефтегазодобыча, ведется, какие последствия. И теперь они смотрят, как у нас. То есть мы изучаем, ищем общие такие показатели, индикаторы, по которым можно судить о нарушенности ландшафта. Октябрь 2016 года. Сотрудники Оренбургского института степи показывают экологам Института Северной Каролины последствия добычи нефти в Бузулукском бору. У них есть аналогичные, не лесные национальные парки, но национальные парки расположены в пределах так называемых грасслендов, то есть нечто похожего на наши степи. Точно так же такие же нарушения. Те же самые бывают порывы, те же самые бывают разливы, те же самые используются какие-то химикаты, для меня, скажем, непонятные, но я вижу, что там погибшие животные и так далее. Это в пределах национального парка. There are some places where this is normal. They would dig a pit, put it in there, let it evaporate, and then cover it up. In other places, they require more
stringent environmental standards where you have to line it, maybe put special plastic or special material, and then the oil sludge goes in there, and eventually it evaporates. Now in other places, they actually make you carry it and dump it somewhere else. So yeah, this would no longer be acceptable in today's standards. But back in the 70s, this was okay. Сказать, что они сказали, чтобы они отзывались о том, что это кардинально там по-другому, чем у них в стране, я не могу. Они ничего такого не говорили, говорили, что да, тоже у них какие-то такие вещи наблюдаются. Но я хочу сказать, что в данном случае уникальность Бузулукского бора гораздо выше, и обращаться с ним нужно гораздо более аккуратно. Для независимой оценки состояния скважин в Бузулукском бору мы пригласили Евгения Климова, специалиста международного уровня, нефтяника с опытом работы, в том числе и с аварийными скважинами. В начале 2017 года съемочная группа «Единой географии» вместе с Евгением Климовым объехала несколько старых проблемных скважин. Одна из самых сложных — скважина номер 115. Она оттуда шипит. Да, она там она булькает там. Тихо. Так, тихонько. Это пиздец, ребят. Последующая работа с документами показала, что при консервации скважин были нарушены все нормы и правила. Конструкция, в принципе, не была рассчитана на длительный период. Характерную для всего фонда ситуацию Климов описывает на примере скважины номер 115. Во-первых, при консервации скважин должна быть на устье бетонная тумба. Ее нет по факту. По факту она отсутствует. Цементные мосты должны располагаться минимум во всей продуктивной зоне и на местах пересечения колонн, в данном случае эксплуатационная и техническая и кондуктор. Их опять же нет. Эти мосты отсутствуют. Единственный мост, который здесь присутствует, составляет 100 метров. С учетом того, насколько давно он был здесь размещен, от этого моста, видимо, практически ничего не осталось. В данном случае говорить о консервации скважин не приходится, потому что консервации скважины в данном случае нет. Это шутка. В 2003 году тут вопрос стал, то, что скважины, колонны стали гнить, потому что нефть там сероводородистая, нефть черная. Вот, трубы доставали НКТ оттуда. Так вот НКТ, 2-дюймовые, там 2,5 дюйма, которые были, вот они этим сероводородом были съедены как короеды. Вот трубу вытаскивают оттуда, остаются только одни замки, вот, а труба вся вот так вот в этих отверстиях, как будто их червь съели. Сейчас точно известно о 62 проблемных скважинах, законсервированных в 70-е. На начало 2000-х четверть из них была в аварийном состоянии. Во время наших экспедиций мы видели, что последствия нефтедобычи, происходившей здесь более 50 лет назад, видны до сих пор. На одной скважине до сих пор, прям, как оставили, были мешки с цементом. Так они и лежат до сих пор. Уж 40 лет? Да. А металлисты, они что делают? Металлисты собирают, приезжают с искателем, металл ищут, копают и сдают металл. Это вот они так насрали. Да что насрали? Это еще не все насрали. Вы, ребята, не представляете. Это вот здесь уже все, это пройдено, тут уже все перекопали, вот это до меня и так. А вообще вот на скважинах, там тоннами закопано. Вот я прошлый год, я вам честно скажу, я 20 тонн собрал в округе. Угу. Металла, да? Да, это вот считай, что вот я просто скважин, который я знаю, я жил здесь. Впрочем, руководители и лоббисты нефтяного бизнеса никогда не забывали и всегда с интересом поглядывали на этот лакомый кусок. И однажды плачевное состояние советских скважин послужило спусковым механизмом для начала действий. В Министерстве природопользования Российской Федерации была озвучена позиция, что якобы для того, чтобы ликвидировать последствия добычи в национальном достоянии России, снова необходима добыча. В апреле 2015 года Министерство природных ресурсов России объявило тендер на добычу нефти в Бузулукском бору.
Одно из условий конкурса – победитель обязан за свой счет провести ликвидацию или переконсервацию опасных скважин. Тендер выигрывает Антипинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Новый поток». Предприятие, на тот момент занимавшееся только переработкой и никогда добычей нефти, и не имеющее опыта работы в условиях особо охраняемых территорий. Этот вопрос вызывает большой интерес сегодня и общественности, и всех общественных движений, и политических партий, которые работают в Оренбургской области. Мы увидели, что грубейшим образом нарушена государственная экспертиза, которая была проведена в 2006 году и действует в течение 10 лет. Мы увидели, что вместо 2 площадок для хозяйственной деятельности было в Бору выведено 8. Нас абсолютно не устроил ответ заместителя министра природных ресурсов, где практически на поставленные вопросы мы не получили ответа, поэтому мы сейчас перерыв, наверное, ужесточим, если коллеги поддержат тон нашего обращения к министру природных ресурсов Донскому. Еще раз потребуем, чтобы он отдал четкие, ясные ответы, что же все-таки ждет Бузулукский Бор. Несмотря на то, что впервые за много лет в законодательном собрании области состоялся полноценный кворум по столь важному для миллионов жителей Урала и Поволжья вопросу, официальная позиция региональной власти Оренбуржья полностью совпала с Министерством природопользования. Что характерно, губернатор Оренбургской области, господин Берг, был на этом собрании, присутствовал и молчал. Когда делегация законодательного собрания области встретилась с Донским, Донской удивился, сказав: ребята, вы что, приехали? Вот у меня письмо вашего губернатора, который дает согласие на разработку нефтяных месторождений в Бузулукском Бору. Это письмо было зачитано, но копию нашим делегатам не дали. Уже в мае люди губернатора и подрядчики «Нового потока» собрали всех местных журналистов, блогеров и студентов на уборку мусора в близлежащих к нацпарку деревнях, выдав его за сам нацпарк. Взглянуть на этот перформанс отправляется вице-президент Русского географического общества Александр Чебелев, отменив очередную экспедицию. Но на этой акции от него буквально отгоняют журналистов. А вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике вот так комментирует происходящее. Приход в Бор именно инвестора говорит о том, вернее, позволяет говорить о том, что появится не только надежда на спасение Бузулукского Бора, но и надежда на создание многих рабочих мест, в чем, как воздух, нуждается Бузулукский район. Это была единственная возможность спасти его, как вы говорите? С учетом всех сложившихся обстоятельств, да. Когда я первый раз здесь появился, то сразу же нанес визит директору национального парка. И в одном из первых предложений, которое ему говорил, я ему сказал, что это не национальный парк, а свалка мусора. Параллельно со съемками развернулась огромная кампания «Нового потока». Кто только не встречался со мной и со съемочной группой, пытаясь выяснить, на кого мы работаем. И когда мы говорили, что наше решение связано прежде всего с ценностями природы, экологии, леса и общества, многим из моих собеседников хотелось, видимо, покрутить пальцем у виска. Единственное решение, которое мы приняли, это быть вне политики и свыкнуться с мыслью о том, что наш фильм не покажут по телевизионным каналам. В итоге компания «Новый поток» юридически получила возможность добывать нефть на выделенных из состава национального парка участках под предлогом того, что на ликвидацию последствий нефтедобычи в советское время у современного российского правительства не было средств. Сейчас в распоряжении компании «Новый поток» находятся все 8 участков в центре Бора, площадью километр на километр каждый. Это очень привлекательные участки лицензионные, которые можно и нужно разрабатывать. Если бы не одно «но», это заповедная зона. Несмотря на то, что некоторые из них расположены прямо в особо охраняемых зонах, формально эти территории не входят в состав нацпарка, а все работы на них подчиняются более мягким законодательным нормам. Фактически часть заповедного ядра Бузулукского Бора имеет такой же статус, как обычная лесопосадка. Как мы уже говорили, присвоить Бору статус национального парка пытались с 2000 года. Но каждый раз Министерство природных ресурсов отклоняло проект, так как открытым оставался вопрос с переконсервацией или ликвидацией скважин.
вопрос был сильно проработан с регионом, но оставался один вопрос дискуссионным. Все-таки какая площадь и границы, а именно включать или не включать в состав национального парка законсервированные многочисленные нефтяные скважины и подъездные пути к ним. С одной стороны, всем было ясно, что решение о том, что эти территории включаются в парк, это правильное абсолютно решение с позиции режима парка, потому что не может быть на территории парка разработка углеводородов, это закон. Все, приняли, включили, навеки законсервировали и забыли про них. С другой стороны, совершенно ясно была и обратная сторона медали. В этом случае на национальный парк как учреждение государственное и, соответственно, на МПР России как вышестоящую организацию ложилось бы финансовое бремя затрат, связанных с проведением работ по консервации этих многочисленных скважин. В итоге специалисты Института степи пошли на уступки. И в проекте 2007 года, принятом министерством, вывели из состава национального парка 2 площадки со старыми скважинами и подъездные пути к ним. Это было сделано для того, чтобы отработать на них технологию ликвидации. Однако в 2010 году из Министерства природных ресурсов приходит новый проект, где уменьшается количество заповедных зон, а площадок для экспериментальной ликвидации становится не только больше, но им присваивается и другой статус. Появляется в 2010 году другой документ, где вместо 2 площадок появляется 8. Площадь та же сохранилась, суммарная, а количество площадок увеличилось вплоть до того, которые позволяют осваивать нефтяные месторождения. Площадки выводились не для добычи нефти, а для их ликвидации. А появившийся проект, когда он уже прошел после экспертизы, новый проект, позволил в 2014 году объявить тендер на разработку месторождения Бузулукского бора. Мне трудно судить, на каком стадии это произошло, но в любом случае итоговый документ проектантов просматривается со стороны региона, со стороны согласующих ведомств, со стороны министерства. Это такой порядок. Главная беда то, что у особо охраняемых природных территорий, федеральных, национальных парков, заповедников, федеральных заказников, есть федеральные памятники природы, нет своего хозяина. Они сейчас подчиняются Министерству природных ресурсов. А это недра, в первую очередь. Они подчиняются Министерству недр, Министерству геологии. Но нельзя соединить несоединимое. Именно от этого министерства от природы надо защищать данную природу. Вот как выглядит структура национального парка. Зеленым отмечены заповедные ядра, закрытые территории с наиболее ценным генофондом растений. Желтым – буферные зоны вокруг них. Красным – площадки, на которых Антипинский НПЗ имеет право ввести добычу нефти. Вот как описывал процесс добычи нефти президент компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров. Будут сделаны кустовые скважины, то есть вход в землю будет один, точечный, а под землей это будет сеть горизонтальных скважин. То есть все вот это вот, говорят, там лес, вода, там оттечет, засохнет, бред полной силы кобылы, потому что глубина 3 километра, какой там лес, у него там корни там на 10 метров, да, там вода пускай на 100 на метров, но 3 километра это уже смешно. А вот как это описывает специалист международного уровня Евгений Климов. Для разработки данных месторождений нужно очень много техники, которая будет привозить оборудование, которая будет привозить материалы. Нужно будет расчистить и вырубить достаточно большую территорию для того, чтобы обеспечить циркуляцию бурового раствора, очистку бурового раствора от нефтешлама. Потребуется также большая территория для складирования цемента, химии и прочих вещей, для жилых вагончиков буровиков. Самая сложная ситуация может сложиться в этой точке. Площадка километр на километр расположена прямо в заповедном ядре, в пойме ручья Гатный.
В случае ЧП нефть или химикаты водой разнесет по всему бору. Здесь расположена самая большая и, возможно, единственная сеть болотно-озерных урочищ, Светлейшая. 2 соседних площадки располагаются совсем рядом, на границе особо охраняемой зоны. Еще 2 участка для добычи нефти находятся рядом с водой, Муштайским и Черталыкским ручьями. Если мы сейчас начинаем разведку и бурение скважин в Бузулукском бору, мы в первую очередь занимаемся вырубкой леса, мы в первую очередь занимаемся строительством дорог, то есть мы нарушаем экосистему бора. В качестве основной причины, по которой целые участки заповедного леса отдали нефтяной компании, называется высокая стоимость ликвидации старых скважин. Мы попытались узнать, о какой цене шла и идет речь, и получили очень разные цифры. На тот момент озвучивалась сумма огромная по состоянию на 2007 год, около 2 миллиардов. Я напомню, что весь бюджет системы заповедников национальных парков в 2007 году составлял менее 2,5 миллиардов. Если говорить конкретно о 115-й скважине, я думаю, что до 3-5 миллионов рублей со всеми мероприятиями по исследованиям и выработке конкретного решения и технологии ликвидации в 5 миллионов, на мой взгляд, уложиться можно. Вообще на все эти скважины мы потратим порядка 50 миллионов долларов. По оценке независимых экспертов, которых мы привлекали, сумма ликвидации всех скважин всего лишь 200 миллионов рублей. Взялась бы Россия, наше государство, за эту работу за 200 миллионов рублей. Мне кажется, что 200 миллионов рублей такая смехотворная сумма для федерального бюджета в целом и даже для бюджета системы заповедников и национальных парков. То есть не то, что они валяются на дороге, 200 миллионов, там каждый миллион на счету, но вообще-то между делом, например, затраты на финансирование малюсенького, ну хотя весьма ценного Кисловодского национального парка в 2016 году превысили 400 миллионов рублей. И найти 200 миллионов из федерального бюджета еще, чтобы решить эту крайне важную проблему, наверное, можно, если цена вопроса 200 миллионов. Мы с вами, допустим, эту же нефть сожжем в автомобилях очень быстро. Год, 2, 3, и вся нефть Бузулукского бора превратится по существу в углерод, в пыль по существу. Конечно, как мне кажется, государственным решением было бы в том, чтобы государство взяло на себя бремя затрат на проведение консервации, расплатилось соответствующим образом с подрядчиком и не увязывался этот вопрос с дальнейшей эксплуатацией промышленной этих скважин. Для меня, например, тоже не безразлична судьба этого бора, что дальше последует сейчас в связи с известными событиями и во что это выльется. Будет ли наше поколение тем поколением, которое оставит о себе память как поколение, которое угробило бор, сохраняемый в России на протяжении нескольких столетий. Здесь, в стенах Русского географического общества в Санкт-Петербурге, все началось 100 лет назад. Здесь мы и решили завершить наш фильм. К сожалению, у российских национальных парков и заповедников так и не появилось системного хозяина. Агентство заповедников и национальных парков России, возможно, служило бы важнейшим инструментом для комфортного проживания граждан нашей страны. Подобное агентство должно отчитываться напрямую перед правительством и президентом, исключив тем самым возможность подобных прецедентов, как те, что возникли в национальном парке Бузулукский бор. Мы сняли этот фильм как обращение граждан Земли к будущему президенту России и правительству. Мы верим, что мы прежде всего люди, и в основе у нас общая система ценностей, та самая, которая объединяет и общество, и все государства в мире в единое целое под названием человечество. Мы не знаем, кто начал эту аферу с добычей нефти за спасение бора.
Возможно, ошибка в вычислениях была допущена случайно. Возможно, она стала коллективной. Такое возможно. Но мы четко знаем, что в основе любого решения должны лежать ценности, устремленные в будущее человечества. Будущий президент России, мы просим вас пересмотреть работу Министерства природных ресурсов в отношении национального парка Бузулукский Бор. Рассмотреть возможность возврата средств за лицензию компании «Новый поток» и организовать кампанию по ликвидации старых советских скважин на территории национального парка. Тем более, что это не так дорого. Этим поступком мы не только укрепим наше общество, но и защитим территорию и сохраним природное достояние России, единственный в мире реликтовый степной бор. Не нужен бродягам дом и уют, нужны океан, земля, что звезды медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я,